Привет, друзья! Рада снова вас всех видеть. Надеюсь о том, что мое новое видео про носорогов вам понравится. Носороговые или носороги относятся к семейству непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогообразных, содержащее 5 современных видов, распространенных в Африке и Азии. 5 ныне живущих видов относятся к 4 родам. Крайне редкий суматранский носорог является единственным представителем наиболее древнего из родов. Два других, в равной мере стоящие под угрозой исчезновения, это индийский носорог и яванский носорог. Разделились 10 миллионов лет назад и относятся к общему роду индийских носорогов. Оба африканских вида, белый носорог и черный носорог, разделились 5 миллионов лет назад и состоят в отдельных родах. Они отличаются друг от друга не в последнюю очередь своим питанием. Белый носорог предпочитает пастись на просторах саванн и питаться травами, а черный носорог поедает листву с деревьев и кустов. Своей выпеченной верхней губой он может направлять концы ветвей в рот. Главным отличительным признаком современных носорогов является рога на носу, отсюда и название. В зависимости от вида их может быть один или два. У некоторых ископаемых видов носорогов их не было и вовсе. Передний рог растет на носовой кости, задний или присутствует на лобовой части черепа. Несмотря на твердость, рога состоят не из костной ткани, а из сосредоточения кератина, то есть белка, который присутствует в волосах. Самый крупный известный рог имел длину 158 сантиметров. У носорогов массивное тело и короткие толстые конечности. На каждой из них по 3 пальца, завершающиеся широкими копытами. Кожа у носорога толстая, с серой или коричневой окраской. У азиатских видов кожа у шеи и ног носорогов складки, создавая впечатление, будто на зверя одели своего рода броню. У носорогов слабое зрение, однако этот недостаток возмещается тонким обонянием и отличным слухом. Длина тела носорога от 200 до 500 см, а высота в холке от 100 до 200 см. Масса, как правило, от 1000 до 3600 кг. Самый крупный современный представитель – это белый носорог, отдельные особи которых могут достигать веса и свыше 3600 кг. Самый мелкий – суматранский носорог. Его масса составляет примерно 700 тысяч килограмм. Носороги живут поодиночке, но в саваннах могут и объединяться в небольшие группы. Если самка готова к спариванию, между самцами могут начинаться серьезные поединки. Прежде чем дело доходит до спаривания, оба партнера охотятся друг за другом и даже дерутся. Самки носорогов становятся половозрелыми примерно к 4 годам, но первое потомство обычно рожают в 5-7 лет. Самцы достигают репродуктивной зрелости еще позже, не ранее, чем через 10 лет. Из-за такого медленного цикла размножения популяция носорогов восстанавливается очень медленно, что делает их особенно уязвимыми, в том числе перед браконьерством. В среднем беременность длится от 15 до 18 месяцев. При этом есть нюансы. У черного носорога беременность в среднем длится около 15-16 месяцев, а у белого носорога чуть дольше, примерно 18 месяцев. На срок могут влиять и другие факторы, например, сезон. Летние беременности иногда бывают чуть короче, чем зимние. Новорожденный уже довольно крупный и весит примерно 40-45 кг. Сразу после появления на свет он довольно слаб. Ему нужна помощь матери, чтобы встать и сделать первые шаги. Уже через пару дней малыш становится устойчивее. В течение примерно 2 лет детеныш питается материнским молоком. А вот остается рядом с матерью он еще дольше, примерно до первых своих 3,5 лет. При этом, если за это время у самки появляется новый детеныш,
Старший временно может быть изгнан из потомства. Самки носорогов очень ревностно защищают своих малышей от любой угрозы. Детеныш носорога в разговорной речи обычно называется носорожиком. В научной литературе иногда применяется термин «теленок». Днем носороги спят. Активными их можно застать в сумерках или ночью. Это очень боязливые и осторожные звери, избегающие близости к человеку. Однако, если они чувствуют себя под угрозой, то сразу же нападают. И хотя эти атаки из-за слабого зрения плохо нацелены, но они могут привести впоследствии к огромной силе и к огромным увечьям от их большого тяжелого рога. Разогнавшись, носорог может достигать скорости 45 км в час. Носорогов часто сопровождают птицы, которые сидят на их коже и чистят их от паразитов. Молодняк в редких случаях может стать жертвой крупных хищников из семейства кошачьих, но у взрослых носорогов врагов, кроме человека, вообще нет. Африканские племена издавна охотились на носорогов, мясо которых употреблялось в пищу, а твердая шкура шла на изготовление прочных щитов. Но подобная охота при отсутствии огнестрельного оружия вызывала определенные трудности, требовала сноровки и потому не была систематической. Создатели хараппасской цивилизации нередко изображали на своих печатях индийских носорогов, водившихся в долине Инды еще до времен Тамерлана. Что касается черного носорога, обитающего в Африке, то два его подвида, западный, обитавший в поясе саван в Камеруне, и юго-восточный, живущий в Кении, находятся в разной степени опасности. Спасибо, что были со мной по данному видео. Надеюсь, вам все понятно и вам понравился рассказ про носорога. Подскажите, пожалуйста, а смотрели ли вы уже предыдущие мои ролики про белую акулу и бурундука? Если да, я буду рада вашим комментариям относительно того, что же нового вы узнали про акулу и бурундука. Также я хотела бы узнать, а про какое следующее животное или, может быть, морского обитателя вы хотели бы, чтобы я сняла свой следующий ролик? Обязательно пишите это также в комментариях, мне будет очень приятно. Ну а если вы еще не смотрели мои предыдущие ролики, обязательно посмотрите, ссылки на которые будут с правой стороны вверху. Я буду также рада вашим там комментариям, а также обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет это очень приятно. Всем спасибо и пока!